Друзья, если вы спросите меня, кто в нашем бренном мире истинный мастер компрессии, скорее всего, я отвечу, что это Дэн Корнев. Действительно, в его миксах невероятная, качественная проработка динамической обработки. И так было всегда, и так остается и до сих пор. И если Дэн выпускает компрессор, я не могу пройти мимо этого прибора. И сегодня мы как раз рассмотрим самый шикарный, самый интересный из приборов Дэна — Pawnshop компрессор. Ломбардный компрессор или компрессор из ломбарда, или компрессор из ломбарда Дэна. В общем, я могу болтать об этом сколько угодно, но давайте посмотрим, что же это за прибор. Прежде чем мы перейдем к непосредственному рассмотрению плагина, давайте послушаем, как он работает в миксе. Супер жирно. Но давайте посмотрим на графики и определим, в чем же причина этого невероятно интересного поведения прибора. Когда мы только включаем Pawnshop компрессор, он сразу же начинает модифицировать частотную характеристику аудиозаписей. Обратите внимание на вот эти два усиления. Одно в районе 100-200 Гц и другое в районе от 1 до 2 кГц. Давайте посмотрим на дополнительные настройки прибора. И здесь мы можем заметить два регулятора в секции Tone — Weight и Focus. Для Weight доступны две частоты — 63 и 171 Гц. А для Focus доступны частоты 1,6 кГц и 2,4 кГц. Давайте попереключаем и посмотрим, что изменится на графике. Действительно, усиление переместилось вниз, а теперь вверх. 2,4 кГц, 1,6 кГц. С помощью соответствующих регуляторов мы можем усилить эти частоты или ослабить их. Это уникальная особенность Pawnshop компрессора, которая позволит несколько модифицировать общее звучание не только с помощью динамической обработки, но и с помощью частотной. Кроме того, обратите внимание на срез высоких частот, который изменяется при переключении выходных трансформаторов. Сейчас мы находимся в режиме никель. В режиме Iron срезаются и низкие частоты, и слегка по-другому происходит срез высоких частот. Steel работает еще совсем по-другому. Другой срез низа и другой срез верха. Таким образом, с помощью компрессора мы можем достаточно гибко модифицировать частотный диапазон наших инструментов. Давайте посмотрим, как влияют лампы в секции преампа на частотную характеристику. Мы видим только изменение громкости, но каких-то дополнительных изменений я здесь не вижу. Давайте посмотрим, как изменение резисторов повлияет на частотный отклик. Вернемся к никелю и попробуем. Мы видим, что в режиме Metal Film 1% срез верха минимальный. Теперь он больше. Карбон дает еще больше срез, а Carbon Comp еще сильнее подавляет высокие частоты. Запомним эту тему. Попробуем теперь переключить транзисторы. Никаких изменений. Возможно, есть какие-то изменения на графике гармоник. Выкрутим байс в 0, чтобы никаких дополнительных гармоник не было. Преамп тоже выкрутим в 0. И посмотрим, как транзисторы влияют на звучание. По-моему, никак, но это не точно. Давайте посмотрим на график динамической характеристики. А вот здесь уже есть изменения. Транзистор 3820 дает более сильную компрессию при минимальных значениях параметров. А 5486 работает немного легче. Хорошо,
Интересно. Давайте вернемся к графику гармоник. Добавим их с помощью функции bias. Базовая частота находится на 1 кГц, а следующая гармоника, которую мы видим, находится на 3 кГц. Дальше 5, 7 и так далее. То есть к сигналу добавляются нечетные гармоники. Это будет очень похоже на пленочную сатурацию, но, опять же, проверим это немного позже при прослушивании. Также я бы хотел обратить ваше внимание на наличие оверсэмплинга до 16 крат, что позволит нам бороться с алиасингом в процессе обработки аудиозаписей. Также у нас есть регулятор Dry-Wet, о котором мы не будем забывать при обработке, если нужно будет получить дополнительную параллельную компрессию аудиосигналов. Есть также регулятор Operating Level, который при более высоких значениях параметров позволяет усилить присутствие добавляемых к сигналу гармоник. Это не Output Gain, не будем путать, потому что Output Gain находится вот здесь. Эта ручка называется Output Trim. Прекрасно. Давайте посмотрим, как значения атаки релиза повлияют на график частотной характеристики. Атака никак не влияет, релиз также никак не влияет, Threshold тоже практически никакого влияния не оказывает, как и Ratio. Вполне ожидаемое поведение. Вернемся к вот этому отображению и посмотрим на график динамической характеристики. Значения параметра preamp достаточно сильно влияют на компрессию сигнала. То есть мы получаем не только дополнительные гармоники, но и изменение характера компрессии. Да, оба параметра, и bias, и preamp, влияют на обработку достаточно сильно. А вот и эффект от Operating Level. То есть мы можем получить достаточно искаженную компрессию. Вау! Очень интересное поведение. Я такого не видел ни с одним софтовым компрессором. Очень интересная функция, действительно. Давайте посмотрим, как резисторы. Нет, резисторы никак не влияют на компрессию, по крайней мере, на ее характер. Но, как вы помните, они влияют на частотную характеристику аудиозаписей после обработки. Довольно неплохо. Посмотрим, как трансформаторы влияют на динамические характеристики. Опять же, влияние, если оно и есть, то минимальное. А вот лампы достаточно сильно меняют характер компрессии. Меняется и атака, и релиз. Невероятно гибкий прибор. Мне уже не терпится показать вам его в деле. Давайте послушаем, как барабаны звучат с добавлением Pawn Shop компрессоров и как они звучат без них. Намного менее впечатляет. А теперь более напористое и агрессивное звучание. Начнем с компрессора, который работает на хетах. Пожалуй, самой важной особенностью Pawn Shop компрессора является наличие в его пакете поставки пресетов от Дэна Корнифа, который, собственно, и является как вдохновителем, так и главным разработчиком этого прибора. Если мы заглянем в меню пресетов, мы можем найти здесь все, что угодно. Beefy Toms, Clicky Kick. И также здесь есть пресет Hi-Hat Leveler, который настроен таким образом, чтобы работать с хетами идеально. Давайте переключимся на куплет, где хеты работают более определенно, и послушаем. Компрессия минимальная, ratio минимальная.
Но при этом компрессор четко реагирует на отдельные удары малого барабана и открытый хед. Релиз в районе 150 миллисекунд, а атака в районе 30. Посмотрим под капот. Для этого пресета Дэн выбрал трансформер Iron. И немного накручен как байс, так и преамп. Высокие частоты мы срезаем минимально. Очень круто. Послушаем без обработки. С обработкой звучания не только громче, но и массивнее, немного ярче. Кроме того, не забывайте, что плагин добавляет достаточное количество гармоник. И опять же, мы усиливаем некоторое количество частот в районе 170 и 2,4 кГц. Фокус действительно достаточно сильно влияет на ощущение хета в миксе. Прекрасно. Послушаем другие источники. Оверхеды. Для оверхедов я выбрал пресет Washy Cymbals. Послушаем. Без обработки звучание более натуральное. Но после обработки мы получаем чуть больше энергии и чуть больше шелеста в высоких частотах. Но вы видите, что компрессор практически не срабатывает. А вот в припевах все совсем по-другому. Здесь мы получаем довольно агрессивную компрессию, чтобы оверхеды звучали супер стабильно. Без обработки припевы не настолько впечатляют. Теперь звучание и громче, и массивнее. Да, конечно, плагины нужно сравнивать на одинаковой громкости, потому что все, что громче, кажется лучше. Но я уже не новичок в звукорежиссуре и могу отличить не только изменения в уровне сигналов до обработки или после, но и их характеристики. Первое, на что я обращаю внимание, это на то, как изменились высокие частоты, как изменилась общая концепция звучания. После обработки звучание более компактное, более сосредоточенное, и это то, на что стоит обращать внимание. Кстати, значение атаки здесь находится в районе 2 миллисекунд, но плагин позволяет настроить любые значения вплоть до 200 миллисекунд, то есть прибор может работать супер универсально. Посмотрим, как Pawn Shop компрессор работает с румами. Для румов я выбрал пресет Room Pump, чтобы компрессия была супер мощной. Сейчас румы более легкие. А теперь намного больше в них сигнала. Действительно, с помощью байеса добавлено достаточное количество гармоник. И никелевый трансформер тоже добавляет свою интересную составляющую. Стил слишком темный,
Никель чуть более открытый. Хорошо подходит румам. Но для темных румов стил может быть более интересным. Прекрасно. Послушаем, как барабаны звучат с обработками в миксе и как звучат без обработок. После обработки барабаны чуть громче, но в то же время они более стабильные, более сильные, более устойчивые и более уравновешенные, как бы парадоксально это ни казалось. Офигенный компрессор, и я думаю, вы заметили, что характер звучания барабанов теперь намного больше похож на то, как создает характер звучания барабанов, собственно, Дэн Корнев. И это тоже неоспоримый плюс данного плагина. Давайте посмотрим, как он работает на вокале. В этом миксе для вокала используется цельная группа со всеми обработками, со всем, чем только можно. И мы уже только полируем звучание с помощью компрессора. Я думаю, при первичном прослушивании вы заметили, насколько агрессивно компрессор работал, но при этом не было ощущения, что звучание какое-то деформированное, и вокал как-то пампит или еще что-то неприятное с ним происходит. Давайте послушаем еще раз вокал в миксе с обработками. Когда я выключаю компрессор, вокал не перестает быть хорошо звучащим, но он сильнее упаковывается в микс и становится более стабильнее. Pawnshop компрессор, он действительно за стабильность. Он позволяет очень хорошо сфокусировать звучание аудиозаписей, и в этом его неоспоримое преимущество перед многими другими приборами. Но и характер, он всегда задает какой-то определенный характер. И если мы посмотрим под капот, я не обратил ваше внимание на этот момент, но думаю, вы заметили, что здесь присутствует и некоторый ламповый характер звучания, но и есть некоторая и транзисторная окраска, то есть это гибридный лампово-транзисторный прибор, в общем, мечта любого звукорежиссера. Давайте послушаем вокал в соло. Переключимся на куплет. Never sick about them for you. Like you will almost still find the scam sick real time. Well, the roads, well, the black roads. Make six find them in the surface. And lies in them in this gunshot. Same the screams. Who are each to each other before you be icons before. После обработки характер звучания вокала сильно не меняется. Но, опять же, повторюсь, что вокал становится более компактным, более стабильным. И в мощном метал-миксе, который постоянно находится под нагрузкой, это очень хорошо. Посмотрим на пресеты. Среди пресетов вокала присутствует огромное количество различных настроек, но Rock Vocal Quick работает всегда, и можно его использовать в качестве основного пресета, как только вы загружаете плагин в ваш секвенсор. Но еще интересный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, среди пресетов, которые подготовил Дэн, существует множество всякого интересного. То есть есть пресеты и для гитар, и для струнных, и для перкуссий, для клавишных, для самых различных эффектов, баса, барабанов. В общем, есть все, что нужно. И поскольку Дэн не просто разработчик программного обеспечения, но он также очень продвинутый инженер, как инженер-создатель аналоговых железок, так и звукорежиссер. Куча наград и куча платиновых записей сами говорят за себя. И вот если вы не знаете, какие настройки компрессора использовать в той или иной ситуации, выбираете пресет, который максимально близко описывает аудиоисходник, и настройки практически всегда будут в точку. Это
огромное и неоспоримое преимущество данного компрессора. Что ж, я предлагаю вам самим посмотреть на этот прибор более детально, и напоследок еще раз включим, как микс звучит с PawnShop компрессором, но уже в какой-то другой его части. Шики-блеск. Друзья, вам могло показаться, что я в абсолютном восторге от PawnShop компрессора от Дэна Корнифа, и так и есть. Но дело не столько в самом компрессоре, сколько в Дэне. Его работы, его миксы настолько потрясают качеством звучания, настолько они прекрасно сложены, что захватывает дух. И когда в моих руках оказывается прибор с настройками Дэна, когда я могу применить эти настройки к моим миксам, к моим инструментам, это очень радует. И надеюсь, когда вы попробуете этот компрессор в ваших миксах, он порадует и вас. Большое спасибо за внимание. Не забудьте поддержать нас на Patreon или любым другим удобным для вас способом. Ставьте лайки и, в общем-то, следите за выходом новых видео на нашем канале YouTube. До скорой встречи! Пливите к звуку!